Взгляните на эти лица. Кому-то 14, кому-то 16, кто-то пришел на первый большой турнир в жизни. Май 2026 года. Штат Техас. CS2. Финал между Na'Vi и Vitality посмотрело около 1,5 миллиона человек на Ютубе. В зале было еще несколько тысяч. И прямо посреди матча появляется реклама. Не энергетик, не видеокарта, не букмекер в привычном смысле. Polymarket. Платформа, где можно поставить деньги на то, какая команда выиграет, или нанесут ли США удар по Ирану до конца недели. Это не антиутопия и не сценарий для сериала, а рынок, который уже работает. На нем ставят на выборы спорт, инфляцию, решение ФРС, курс нефти и военные удары. А потом называют это не казино, а финансовыми инновациями и рынком предсказаний. Привет, друзья! Это QuantHill. И сегодня разберем, как рынки предсказаний выросли в индустрию на десятки миллиардов долларов. Почему их начали позиционировать как нормальный финансовый инструмент, кто на самом деле там зарабатывает и где проходит граница между трейдингом, аналитикой и лудоманией. Не забудьте про лайк и подписку, чтобы алгоритмы Ютуба рекомендовали этот ролик чаще. Так вы поддерживаете канал. Готовы? Тогда погнали! Механика выглядит безобидно. Есть вопрос, будет ли событие, и два исхода. Да или нет, со своей ценой. Купили «да» за 20 центов. Если событие произошло, контракт погашается по доллару. Не произошло, вы теряете ставку. Проблема начинается там, где простая механика встречается с массовым рынком. В 2022 году объем рынков предсказаний был нишевым. К 2025-2026 году это уже десятки миллиардов долларов оборота, миллионы пользователей и две большие витрины – Polymarket и Kalshi. Важный момент – это больше не стартап, написанный на унитазе. В буквальном смысле Polymarket именно так и рождался. В индустрию пришли венчурные фонды, биржевая инфраструктура, брокеры и крупные медиа. ICE, материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи, сделала крупную ставку на Polymarket. CNN и другие медиа начали использовать данные рынков как индикатор настроений. Robinhood и Coinbase подтянули такие продукты ближе к массовому пользователю. И вот здесь появляется главный фокус. Когда рядом с продуктом стоят логотипы Уолл-стрит, мозг перестает видеть ставку, он видит рынок. Но если убрать красивую оболочку, вопрос остается тем же, у кого есть преимущество, а кто просто платит за чужую доходность. Ночь выборов 2024 года. Французский трейдер под псевдонимом Тео ставит на победу Трампа около 80 миллионов долларов через несколько аккаунтов. Почти все ликвидные активы. Это не почувствовал рынок. Он заказал собственный опрос YouGov и использовал соседский вопрос не «за кого вы», а «за кого, по-вашему, проголосуют ваши соседи». Идея простая. Люди стесняются признаться в своем выборе, но охотнее говорят о соседях. Эта методика показала скрытую поддержку, которую классические опросы недооценили. Итог примерно 85 миллионов долларов выплат за одну ночь. Выглядит как безумие. По факту информационное преимущество. Потом другая история. Трейдер Альфа Ракун угадывает почти все результаты рейтинга Google Year in Search и превращает 10 тысяч долларов в 200. Один из исходов имел вероятность меньше процента. Потом выяснилось, данные, похоже, успели появиться раньше срока. Кто-то увидел их до рынка. Самый свежий кейс. Житель Франции заработал 34 тысячи долларов, нагрев градусник в парижском аэропорту Шарль-де-Голь с помощью фена. До этого он сделал ставки на Polymarket на изменение температуры. Теперь рынки начали считать по градуснику из другого аэропорта, а у термометра всегда дежурит пара охранников. Эти истории продают рынки предсказаний лучше любой рекламы. Один поставил на выборы и забрал миллионы, другой поймал утечку, третий нагрел термометр. В каждой истории зритель слышит одно: если быть умнее остальных, можно сорвать куш. Но почти никто не слышит вторую часть. Остальные и платят за этот куш. На обычной бирже вы конкурируете с фондами, маркетмейкерами и алгоритмами. На рынках предсказаний то же самое, только упаковка дружелюбнее. У профессионала есть данные, скорость, API, модели и капитал. У розничного пользователя чаще всего есть телефон, новостная лента и ощущение, что он в теме. Появился еще один слой – ИИ-агенты. Часть кошельков на Polymarket уже торгует автоматически. Агент не устает, не спорит с рынком и не открывает приложение от скуки. Он сканирует новости, соцсети и микросигналы без перерыва.
Если событие появилось в потоке данных на 30 секунд раньше, человек еще читает заголовок, а машина уже закрывает позицию. Медиа будут показывать победителей. Это нормально. Победитель дает клики. Бот заработал 300% звучит лучше, чем тысячи пользователей постепенно проиграли небольшие суммы. Но математика никуда не делась. В бинарном контракте чей-то выигрыш почти всегда сидит на другой стороне чьей-то ошибки. Поэтому реклама на киберспортивном турнире не мелочь. Это вход в привычку. Сначала бренд появляется рядом с любимой игрой. Потом рынок предсказаний появляется в брокерском приложении. Потом котировки показывают в новостях. Потом человек перестает чувствовать, что делает ставку. Он торгует мнением. В традиционном спорте рекламу букмекеров хотя бы пытаются ограничивать. В киберспорте аудитория моложе, регулирование слабее, а граница между игрой, ставкой и финансовым продуктом размывается быстрее. Особенно, когда в одном приложении рядом живут ставки на матч, выборы и военный конфликт. Эта индустрия опасна не потому, что люди делают прогнозы. Прогнозы были всегда. Опасна связка из 3 вещей. Первое – доступность. Телефон, карта или крипта, и ты внутри. Второе – геймификация. Котировки мигают, рейтинги растут, приложение дает мгновенную обратную связь. Третье – легитимность. Если это показывают CNN, брокеры и биржевая инфраструктура, значит, вроде бы все серьезно. Регуляторы пытаются догнать поезд. В США идут споры. Это товарные деривативы или азартные игры в новой упаковке. Одни законодатели хотят запретить спортивные и казиноподобные контракты. Другие предлагают ограничить ставки на выборы, войну и решения государства. За пределами США ряд стран уже блокировал или ограничивал полимаркет. Но у платформ есть сильный стимул расти быстрее, чем появляются правила. Больше пользователей – больше ликвидность. Больше ликвидность – выше оборот. Выше оборот – выше интерес инвесторов. А предупреждение о рисках ухудшает конверсию. Красная кнопка «Вы можете проиграть» продает хуже, чем история «Кто-то заработал миллион за ночь». Лудомания редко начинается с большой суммы. Она начинается с маленького теста. $5, 10, 100. Самый опасный исход – не проигрыш. Самый опасный исход – первый выигрыш. Потому что после него мозг запоминает не риск, а возможность. И каждое следующее событие начинает выглядеть как шанс прочитать мир лучше других. Значит ли это, что рынки предсказаний бесполезны? Нет. Для профессионалов это может быть источник сигналов. Вероятности по решениям ФРС, выборам, макроэкономики или геополитики могут дополнять модель. Но использовать котировки как индикатор и самому лезть в игру против людей с информационным преимуществом – разные вещи. Главная мысль простая. Если у вас нет преимущества, вы не прогнозист. Вы – ликвидность. Преимущество может быть в данных, скорости, модели, экспертизе, капитале или доступе к информации. Если ничего из этого нет, остается только уверенность. А уверенность – самый дорогой актив на рынках, где платят те, кто ошибся. Разница между трейдером и лудоманом не в том, на какой платформе он нажимает кнопку. Разница в системе, в размере позиций, в понимании риска, в дисциплине остановиться, в честном ответе на вопрос, почему именно у меня здесь есть эдж. Если ответа нет, неважно, ставите вы на рулетку, на победителя матча или на вероятность удара по Тегерану, механика потерь будет похожей. Тот подросток на трибуне видит не предупреждение о рисках. Он видит бренд рядом с любимой игрой. Через год он может открыть приложение, через 2 сделать первую ставку, а вся воронка уже готова. Котировки, истории успеха, боты, медиа, брокеры и ощущение, что это не азартная игра, а новый язык финансов. Напишите в комментариях, чем для вас являются рынки предсказаний. Эволюцией финансовых инструментов или казино с биржевым интерфейсом. Статью с полным разбором оставим в описании. Думайте своей головой. А с вами был Квант Хилл.